Рад приветствовать вас на канале Aquarium Games. Сегодня мы снова в городе Брно, это Чехия. Первый раз, когда я ездил сюда на выставку, так скомканная была поездка, выставка не очень понравилась. И я не знал, что в этом городе есть очень приличный, серьезный аквариумный магазин. Называется Sklo-Rex. И вот попалась мне о нем информация. Я решил специально приехать еще раз и сделать обзорчик этого магазина. Ну, я думаю, что не зря я приехал. Очень-очень приличный магазин. Там в начале холл с видовыми аквариумами, с кейпами, травниками. Ну, сейчас там люди, клиенты, поэтому я решил начать видео с залов с аквариумами продажными. И пройдемся, посмотрим. Ну, вот можете видеть, что тут помимо маленьких аквариумов есть еще вот такие серьезные жители, скаты. Очень серьезного размера. Смотрите, какие шипы на хвосту у него. Еще один. Владелец магазина любезно дал разрешение снимать обзор без никаких нюансов, вопросов. Поэтому мы можем спокойно посмотреть и снять видео. О, хороший. Так, ну давайте пойдем с этого и по кругу. Тут живородочки. Ну, смотрите, я, наверное, тут на каждом аквариуме, наверное, не буду останавливаться, потому что их, ну, реально много. Так вот, по ценам, вот, допустим, гуппи 39 чешских крон. Так, чтобы было понятно, 20 чешских крон это $1. То есть, вот, гуппи $2. Там пишут в комментарии, что в Австрии дорогие рыбки. Ну, я в Чехии могу сказать, что, ну, на уровне. Ну, может быть, там у нас в Австрии там 2 евро гуппик, а тут $2. Ну, такое. Несущественная разница. Вот хорошие венесуэлки, блейки. 85 крон. Ну и смотрите, дискусы. $1500 крон. 1297. Супер, конечно, окраска. Очень красивая. Вот меченосцы красные, 39, тоже $2. 2 евро, $2. В приличном размере, такие прямо жирненькие, хорошие мечики. Коридорас Джули, 125. Карликовые раки, 129. Самец и 135 самочка.
И с ними тут королевская тетра 37 злотых. Тоже, грубо говоря, 2 евро. Так. Что тут еще интересного? Вот меченосцы, как они, Санта-Клаусы там, то как называют, Ухаки, 47 злотых. Неон, 29 злотых. Хороший размер такой, крупненький. Радостомусы тоже 39, тоже 2 доллара. Коридорсы панды 60. Неон красный, прямо конкретный крупный такой вообще. Вот написано размер XXL, 37 злотых. И коридорас Штерба 129. Тут вот смотрите, тоже большой аквариум, красивейший. Тут скаты тоже, ну конечно, намного меньше размером, чем в том аквариуме, но тоже прикольные. Скаты и аравана. Аравана 2500. То есть это там 2000 это 100 долларов и плюс 500, ну посчитайте, 125, если я не ошибаюсь. Вот тут красивый в стиле остров сделан аквариум. Что-то у меня стабилизатор выбрался. В стиле остров сделан, радужницы разные. И ну, тут вижу вот боция клоун. Прикольный такой, пятиугольником сделанный. Большущая коряга по центру и сажено папоротники и буцефаландры. Значит, грунта белый кварц, меленький. А вот смотрите, кто тут еще есть. Красные ларикарии. Так, сейчас сюда перейдем. Суматранские барбусы, 35 крон. Аквариумы все с грунтом. Это тоже кварц, только более крупный. Вот интересные рыбки. Не вижу тут ценника на них. Кто это такие? Кто знает? Напишите в комментариях. Не могу сфокусироваться на них.
Вишневый барбус 37 злотых. Ой, кроны. Тут Боцек Клоун 280. Дальше что тут? Лялиусы. Медовый лялиус 117. Там гурамики всякие, целующиеся гурами 89 крон. Так, что тут еще интересного? Ага, вот тут есть тетрадоны разные. Вот такой есть. Вот такие. И вот такие малыши. Ну, прям вообще коротышечка, маленький-маленький. А вот кардиналы, старая, забытая рыбка, но очень классная. Были раньше в мое детство очень популярные рыбки, очень неприхотливые. Так, радужницы. Тут вон, смотрите, ампулярии. И вот тут целая стойка. Целый ряд с всевозможными цихлидами. Я, наверное, попробую. Ну так. На каждом аквариуме не буду останавливаться. Вот яркие, очень красивые. О, вот аксолотли. О, 285 крон. А вот черепашка, смотрите, маленькая какая. Слушайте, ну это что-то, по-моему, необычное, потому что ну, цена вон такая, 800 крон. А, ну в принципе. Это что, 40 евро, да? Ну да, это что-то. Знатоки черепашек. Напишите, что это за черепашка. Прикольно. Еще раз, вот так называется. Какие еще дракончики есть? По центру, смотрите, такой многокаскадный аквариум с аквариумными растениями. Тут и
Эхинодорусы всевозможные, и династибелька разная, криптокарины. Тоже растения в отличном состоянии, без никаких водорослей, ничего, все чистенькое. И вот оно, видите, вот так каскадом с верхнего переливается ниже, ниже, ниже. И там стоит внешний фильтр. Смотрите, какой еще шикарный аквариум. Метра 3, наверное, точно в длину. Цихлидник. Прикольно очень оформлен в этих камнях. Они уже так подобросли. Нет вот этого искусственного белого цвета. Красиво выглядят. Ну и рыбы такие тут уже в серьезном таком размере. Уже красивые раскраски. Стараюсь максимально медленно двигаться. Ну и тут под ним вот такие ящички с декорациями для оформления акваскейпов, камни всевозможные. Так, и тут еще одна маленькая стоечка. Тут с такими с нано-рыбками. Какие там гуппи Эндлера, креветки, разбора эспей, например, 45 крон. Ну, креветок тут есть ценники, вот Crystal Red, Crystal Black, но я не вижу по наличию их. Тут креветка Macrobrachium 79 кроны. Галактика 70 крон 69. Ну, интересные гуппи. Full Gold называется. 55 крон стоит. Ну, интересный такой цвет. По крайней мере, под этим освещением. И синий Пекседа. Так, ну попробуем сейчас центральный первый зал выйти, где видовые аквариумы. Вот смотрите, какие тут красивейшие акваскейпы при входе. Чуть-чуть остановимся на каждом, посмотрим, полюбуемся картинкой. Все это травнички. Вот этот мне очень нравится. Такой хардскейп. За основу взят драконий камень. И на него нарощенные кустики бацифаландр. И на заднем плане вот ротала какая-то. Возможно, ротала хра. Очень такая
сочно-красного цвета. И вот такие полянки по Гастемона Хелфери. Население тут галактики и несколько штучек это цинкусов. Так, ну тут оборудование, также комплекты аквариумов. И вот смотрите тоже какой шикарный аквариум. Огромнейший куст папоротника тайландского. Красный неон из населения. Такой жирненький, сочный, красивый, яркий. Как красиво лобелия все заросла. У меня она что-то в аквариуме не пошла. Уже и в один, и в другой я посадил, не приживается. Да? Это Бликса. Тут освещение разное. Твинстар, Чехирос, Ювели. Так, и вот цихлидничек еще. Такая по центру как пещера, и смотрите, все они там собрались внутри. Po pár letech, tak se tam nastřelají nějaký ty vodní kameny a pak si to jako zadrhne. Když se musí vyměnit na adapter. A když se tam přecházeli, to by to patříká jako lazeninkou a potom to nenechává třeba běžet pět. Так, тут искусственные растения. Ale třeba jednou za týden prostě vezmete. Вот смотрите, внешние фильтры всякие, помпы. To je jako jediný, když tam jako zase, když se to náhodou stalo. И тут еще есть вот такие вот террариумы. Смотрите, кто тут живет. Хамелеон. Прикольно, конечно, это выглядит. То есть тут, смотрите, вот видите, водички, грунт и чуть-чуть сверху. И вот это все сверху, это уже сухая форма. В парниковом эффекте там вот сверху спадает вода, фонтанчик. А, вот, думал, что тут никого нет, а тут вот, смотрите, лягушка. Лягушка. Тут черепашка. Специально для любителей и ценителей черепах. И тут еще вот такой житель живет. Dolů dáváte mechanický médium, co tam dáte v celku jedno, jako vždycky je to nejhladší. A tady se dává potom nějaká ta mechanika a nahoru se dává už vyložený ta Это вот для креветочников и наборы. Деннерли, Акваэль, сойлы и всякие примочечки для наноаквариумов. И вот смотрите, какой наноаквариум. Я думаю, что это 30 литров. И тут живет петушок где-то.
Как мне нравятся эти аквариумы с закругленными углами у Денерли. А вот тут еще такая змейка живет. Не могу поймать кадр. Так, и вот еще такой полукругом травничек. Это Ювель аквариум. Литров, наверное, 300. Точно. И тут, конечно, сочная зелень такая. Ставрогин, лимонник. Там на заднем плане большущие кусты папоротников таиландских. Бликса тоже. Очень красивый. Ну и на этом, наверное, будем заканчивать наш обзорчик. Сейчас еще один нано-аквариум покажу вам. Интересные какие-то рыбки, даже не знаю, кто это такие. Ну, тоже очень красиво оформлен, тоже 30-очка. А может даже и больше. Да нет, наверное, 30 литров. Вот. Ну, на этом будем прощаться с вами. И немножко подытожу по магазину. Ну, действительно приятно удивлен. И отзывы, которые я читал, что там один из лучших магазинов Чехии. Ну, у меня сильно еще нет возможности сравнивать. Ну, даже если сравнивать, допустим, с австрийскими, с венскими магазинами, ну, ничем не уступает, а может даже некоторых и получше. Серьезный уровень, шикарный ассортимент. По креветкам немножко маловатый выбор, но зато, вот, допустим, цихлит такого разнообразия я нигде не видел, ни в Австрии, нигде не видел. Травнички, вот всякие эти скейпы тоже очень круто сделаны. Так что, ну, в этот раз с поездкой в Брно я очень доволен. Надеюсь, вам тоже было интересно и понравилось видео. Попрошу поставить лайки. Кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. Будет интересно услышать ваше мнение об этом магазине. Что понравилось, что нет. Ну и также хочу напомнить очередной раз, что кто желает поддержать канал, есть такая возможность, это оформить спонсорство на YouTube-канале. Все, друзья, всем всего доброго, до новых встреч, до новых обзоров. Всем всего доброго, пока. Klasický šedý, tady nějaký